Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, и активируйте субтитры, если они вам нужны. Наверное, все мы знаем про такое понятие, как ложные друзья переводчика. Кратко. Это слова из разных языков, которые либо очень похожи, либо идентичны по звучанию, но с совершенно разным значением, которое иногда может быть уморительно смешным, причем с обеих сторон. Я наткнулась на тест на понимание славянских языков, который мне очень захотелось пройти, а вы его можете пройти вместе со мной. Для этого либо ставьте на паузу перед тем, как я буду отвечать, либо можете перейти по ссылке в описании и пройти этот тест самостоятельно, если вам хочется потыкать на кнопки, а потом возвращайтесь и смотрите на мой результат. Вообще, в чем заключается основная проблема при изучении родственных языков? Это, как ни странно, тот факт, что между ними много общего. Это и облегчает задачу, и наоборот во многих случаях запутывает. В какой-то момент ты перестаешь понимать, на каком языке говоришь. Получается такой микс из всего по чуть-чуть. Какие языки, как и русский, принадлежат к славянской группе? Я назову самые крупные из них, на деле их гораздо больше. Украинский, белорусский, польский, чешский, словацкий, болгарский, македонский, сербский, хорватский, славянский. Я не знаю, какие из них будут в тесте. Только вот вижу, что первый вопрос касается польского. Из славянских языков я знаю русский и украинский. И это мне дает определенное преимущество при понимании других языков, славянских. Потому что между ними и украинским есть много заимствований. Наверное, больше, чем с русским. Но я, даже если буду понимать правильный ответ, попытаюсь объяснить, как бы я рассуждала, если бы мыслила исключительно на русском. И я думаю, что мы можем начинать. Итак, для начала легкий вопрос. Что значит по-польски «урода»? Вредность, уродство, болезнь, красота. Конечно, первая ассоциация, которая приходит в голову, это уродство. Потому что очень похоже на русское слово. Уродство или урод. Урод так называют человека, которого хотят оскорбить и сказать ему тем самым, что он или некрасивый, или подлый, нехороший. А уродство – это недостаток. Но поскольку я знаю очень похожее украинское слово, я делаю вывод, что урода с польского на русский переводится как красота. И это правильный ответ. Верно. Так что вас не удивит польский салон уроды. Ведь это всего лишь салон красоты, что для нас звучит как салон уродов. Это смешно. Так, следующий вопрос. Переходим к Балканам и сербо-хорватской группе языков. Слово «живот» с сербского переводится как? Конечно, мне хочется сказать, что это переводится как «желудок», потому что максимально близко, живот и желудок. Но это же ложные слова переводчика, поэтому это будет не желудок. И я думаю, что это будет... Пусть это будет жизнь. Наугад. И это правильный ответ. Вот такой живот у сербов. Да, и ударение, кстати, на первый слог. Это живот, а не живот. Или, может быть, живот. Ну да, живот. Угу. Идем дальше. Теперь хорватский. Круг. Это кружка, курица, хлеб, край. Это что-то это ни на что не похоже. Это похоже на круг. Кружка, курица, хлеб, край. Мне кажется, в этом случае надо подбирать максимально противоположное значение. Или то, что вообще не приходит в голову. Кружка, курица, хлеб, край. Ну, пусть будет курица. Нет, в сторону еды вы верно подумали, но до правды вам далеко. Круг по-хорватски хлеб. Угу. Подручник. Ну, это слово я знаю. Это украинский, второй язык и славянский по количеству носителей. Самый многочисленный, конечно, русский. По-украински подручник – это учебник. И это правильный ответ. А может, вы даже знаете, что такое украинская веселка? Знаю. Радуга, шумовка, вешалка, невеста – это радуга.
А что-то я только перестала объяснять, что как... Да, перестала объяснять, как бы я подумала на русском, но, честно говоря, у меня нет никаких ассоциаций с веселкой на русском. Мне бы, наверное, показалось, что это какой-то веселый человек. Но здесь такого варианта ответа нет, поэтому, вероятно, я бы ответила невеста. Как будто бы праздник, все веселятся, включая невесту. Может быть так. Беженац, это, наверное, белорусский. А нет, это Балкан, еще немного Балкан. Кстати, на языках сербо-хорватской подгруппы говорит около 21 миллиона человек, больше только на русском, украинском и польском. Попробуйте угадать, что означает сербский беженец. Ну, тут точно беженец, но не, это было бы слишком легко. Бездомный, просто бедный человек или холостяк. Мне кажется, это холостяк. А может быть, бе – это сербское не, а женат, ну, похоже на женат. Типа не женат. Выберем холостяка. Ага, именно так, я молодец. Дальше потравины. На очереди чешско-словацкая подгруппа языков. Потравины – это по-чешски. Конечно, первое, что мне приходит в голову, это яд. Потому что варианты ответов яд, лекарства, винный магазин и продукты. Потому что это что-то связанное вернее, что-то похожее на отравление, но, очевидно, это будет не яд. И, наверное, не лекарство, потому что это что-то похожее с ядом. Яд, лекарство. Очень похоже. В общем, мне кажется, это не лекарство. Ну, на винный магазин это не похоже. А мне кажется, что это продукты, это было бы максимально смешно. Да, это свежие продукты. Это черстве потравины. Звучит не очень аппетитно, согласна. Черстве очень похоже на русское слово черствый, а потравины на какое-то отравление. Поэтому точно я бы не подумала о продуктах в первую очередь. Дивадло. Представьте, что в Словакии вам предложили сходить в Дивадло. Это куда? Я думала, это диван. Так, кино, музей, театр, консерватория. На кино это не похоже. На музей, театр и консерваторию тоже. Пусть будет что-то артистичное, это театр. Да, и в чешском тоже так. Словаки и чехи, кстати, неплохо друг друга понимают. Но русскому скорее покажется, что ему предлагают посидеть на диване. Да, это так. Люстерка. Чуть не забыли про белорусский, который тоже считается сильно похожим на русский. Люстерка с белорусского переводится как кокетка, светильник, свеча и зеркало. Мне бы пришло в голову слово люстра, это светильник. Ну да, я бы выбрала светильник. Но у меня опять есть аналогия с украинским, поэтому я думаю, что это... Я забыла, что я хотела. Что это зеркало. Я думаю, что это зеркало. И это правильный ответ. И в польском, кстати, тоже созвучно люстро. Мне кажется, я это на итальянском прочитала. Кроватка. А теперь вопросы, связанные с мебелью. Украинская кроватка – это матрас, куропатка, люлька, галстук. Я бы сказала, если бы не знала, что это люлька. Люлька – это детская кроватка. Только на русском пишется кроватка. Детская кровать. Но я знаю, что это галстук. И да, так что если вам предлагают это купить, не пугайтесь сразу. Следующий вопрос. Диван. Конечно же, это диван. Польский диван. Ковер, стул, комод, кресло. Это точно какой-то, а может быть и не точно. Я хотела сказать, это точно какой-то предмет мебели, потому что диван у нас это предмет мебели, значит, и на польском это будет, скорее всего, что-то точно наоборот. Значит, не стул, не комод и не кресло, а, скорее всего, это будет ковер. И да, я угадала или знала. Нет, я не знала, но я выбираю то, что приходит в голову в последнюю очередь. Мне кажется, именно так работают ложные друзья переводчика. Кто такая мачка?
Спойлер, это слово есть и в сербском, и в македонском, и даже в венгерском, хотя этот язык, конечно, совсем не славянский. Рыбка, кошка, собака, мышка. Фу, рыбка, кошка, собака, мышка, мачка. У меня совсем никаких ассоциаций нет. Мне больше всего на мышку похоже. Скажем тогда кошка. Ура! Все это вы знали, конечно. Непростой вопрос, когда болгары говорят гора или гора, они имеют в виду город, озеро, лес, ухаб. Но это похоже на город. Это не похоже на озеро, это не похоже ни на лес, ни на ухаб. Ну, проведем аналогию между горным озером и скажем, что это озеро. Потому что в горах бывают озера. Нет, это они лес так называют. Понятно. Просто. Теперь проверим, смогли бы вы спросить дорогу в Польше и не заблудиться. Однозначно нет. Когда поляки говорят просто, это значит недолго, за углом, прямо. Просто значит сложно, что вы мне голову морочите. Ну, да, моя логика. Но нет, если здесь есть такой вариант ответа, значит он неправильный. Но недолго это не про не заблудиться. Недолго это про время. За углом и прямо это уже больше похоже на правду. За углом и прямо. Просто прямо. Пусть это будет прямо. Да, вы бы нашли дорогу. Какая я молодец. И снова болгарский, поэтому забудьте о логике. Там могут вполне назвать женщину булкой. И она не обидится, потому что это теща, жена, невеста, кузина. Ну, я совсем не знаю. Теща, жена, невеста, кузина. Мне кажется, тогда кого угодно можно назвать булкой. Ну, если о логике забыть, тогда пусть будет жена. Нет, пока еще не жена, а невеста. Да. По-болгарски булка. Супер. Булка. Показать результат. Вас точно не проведешь ложными друзьями переводчика. Тут бы мы сказали на русском «молодец», но вы же и польский поймете, правда? Добрze zrobione. Я думаю, что это переводится как «хорошая работа». Итак, мой результат 12 из 15. Кто может похвастаться большим результатом? И я думаю, что это такое вступление в эту тему, потому что она очень интересная, веселая, и ложные слова переводчика бывают, конечно, не только между родственными языками, но и между более отдаленными, как, например, английский, французский, испанский, португальский и так далее. Поэтому напишите в комментариях, из какого языка вы бы хотели увидеть ложных друзей-переводчиков в других видео. Может быть, из всех славянских сразу, или разбирать их каждый по отдельности. Потому что мы сегодня посмотрели только 15 слов, а я встречала намного больше любопытного. В общем, мне нужна ваша помощь. Выдвигайте свои предложения. Надеюсь, вы хорошо провели время. Спасибо за просмотр и до скорого! Пока!